Дмитрий Блинов, Минск. Алиса Крайнюкова, Семен Нетцев, Ростовская область. Алиса Абдулина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Разрешена разминка. В произвольном танце нас ждет феерия взаимоотношений, феерия драмы, феерия соревнований, потому что то, как развиваются эти соревнования, это абсолютно непредсказуемое дело. Мы ехали на этот турнир и ждали, что здесь будет, конечно же, горячо, но все-таки как-то даже не то, что предсказуемо, а как-то объяснимо, но то, что мы увидели в ритм-танце, это, пожалуй, выходит за рамки нашего представления о том, как бывает. Но теперь они расширились, эти рамки, и теперь мы понимаем, что бывает и так. До комментаторской позиции в соревнованиях танцев в произвольной программе я приветствую Елизавету Худайбердиеву, чемпионку России по танцам на льду. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Здравствуйте, Василий. Добрый вечер, дорогие зрители. Да, действительно, спутали вообще все карты вчера. Ты ушла вообще в шоке вчера с комментаторской позиции. По-моему, даже не попрощалась. Ну нет, ну уж не надо. Я, конечно же, попрощалась, но вчера было жарко. Сегодня, я думаю, вообще будет еще большая кульминация, и неожиданных поворотов будет много. За это мы и любим танцы на льду. Представляют спортсменов вашему вниманию Евгения Крайнюкова. Тренирует пару Алиса Крайнюкова и Семен Нетцев. Очень яркая пара, и вчера катались в таком стиле необычном для танцев на льду. Ну, то есть у вас все танцы случаются, но вот как бы выбивали своей хип-хоп стилистикой из всего того, что происходит в более классической манере. Ну, здорово, ребята сделали ставку на молодежные танцы. Это было заметно зрителям, им понравилось. Алиса Абдулина и Егор Петров из Санкт-Петербурга, где их тренирует Елена Соколова. Тоже очень яркие ребята, но напоминаю вам то, что мы с вами идем от последнего места в ритм-танце к первому. И, соответственно, каждая последующая пара все ближе и ближе к пьедесталу. Ольга Федорова и Павел Драко – это спортсмены, занимающийся у Дениса Самохина, и Николай Никонов здесь их представляет на льду. У ребят такой яркий, очень театрализованный, я бы сказала, произвольный танец, который, я уверена, что зарядит на позитивный настрой всю публику, сегодня собравшуюся, я думаю, что многотысячную на трибунах. Но это же кабаре, это же понятно, что его по-другому-то делать, наверное, и нельзя. Там такой материал, такая палитра, с которой можно работать. Анна Коломенская и Артем Фролов. Это первые ученики ну, по списку, но не по значению. Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой здесь выступают. Да, вчера не все получилось идеально у ребят в ритм-танце. Была ошибка у Анны на секции твизлов. К сожалению, получила она только базовый уровень. Из-за этого и вторая оценка сразу прилично так упала. Но я очень верю и надеюсь на ребят. Верю в их успех, желаю им удачи, потому что это очень интересный произвольный танец. Такой необычный, самобытный. Новое прочтение Кармен, и очень идет эта программа этим харизматичным ребятам. Добрый вечер всем. В отличном настроении. А как иначе? Публика и мы, конечно же, с Елизаветой. И публика очень доброжелательная, все время приветствуют, всем аплодируют. Здорово. И
от вида к виду соревнований не пустует, не пустеет ни один сектор. Постоянно вот сменяется, кто-то приходит, кто-то уходит. Разве что вот еще еды не приносят, хотя меня уже один раз пожалели вот здесь в близлежащем. Говорю, как так мы вот на один вид пришли, а вы что здесь целый день сидите? А мы-то с удовольствием, потому что мы тоже наслаждаемся, и мы все в работе, и дел очень-очень много. Напоминаю вам, что соревнования в произвольном танце и в танцах вообще включают в себя еще и выступление белорусской пары. Это Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов, которые выступают первыми в каждый из дней. Но их результат, который им выставляют судьи, не идет ни в какой зачет, потому что они здесь просто обкатывают свою программу, просто делятся своим искусством со зрителями. На лед приглашаются Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов, Минск. Тоже у ребят будет сегодня тема яркого страстного танго. Очень классно поставленная программа, собственно, в стиле аргентинского танго. Надеюсь, что сегодня все удастся так, как запланировано. Поэтому я желаю удачи Кате и Диме. А мы Фух. присоединяемся.
Хороший старт. Я, правда, так обратил внимание, что в какой-то момент вздыхала как-то, то ли от волнения, то ли что-то не получилось, но я прямо с удовольствием смотрел на этот танец, и он завораживал, и постоянно все зеленые квадратики в левом верхнем углу горели, значит, все в плюс. Я поздравляю ребят с успешным завершением этого турнира. Для них уже соревнования несколько секунд назад, можно считать, что закончились. Вздыхала я, конечно же, от волнения, потому что мне удалось пообщаться сегодня после утренней тренировки и с Катей, и с Димой. И они поделились, что они очень переживали, потому что такая серьезная организация турнира и огромное количество зрителей, и большая ответственность на ребят ложится. Они переживали, конечно же, и мне очень хотелось, чтобы сегодня все получилось так, как они хотят этого сами, как они умеют кататься. Ну и мне очень понравилась эта постановка. Я очень люблю именно эту версию танго Аморе. Вот стартовая комбо-поддержка была исполнена ребятами. Также элемент, который только в произвольной программе, дорожка на одной ноге, исполняется параллельно. В ней абсолютно ни в коем случае нельзя, чтобы партнеры касались друг друга. Должно быть исполнено без касания. Наоборот, в твизлах у нас происходит во время твизлов в произвольной программе, в секции твизлов, партнеры должны обязательно сделать от 2 шагов, то есть если в ритм-танце там мы вчера следили за тем, чтобы было не больше 1 шага, то в произвольном это может быть исполнено от 2 до 4. На 5-й шаг спортсмены должны войти уже во 2-й свой твизл. Мне очень, правда, мне понравилось. Задало какое-то настроение такое. Я вовлеклась в этот танец. И в образе до самой последней секунды была и Катя, и Дима. Мне кажется, что сегодня вот мне намного больше понравилось настроение, ежели чем в ритм-танце. Это прекрасно. И, насколько я понимаю, белорусские спортсмены тоже тренируются у Дениса Самохина и Николая Никонова, поэтому рядом с ними и находится их тренер-хореограф после их прекрасного выступления. Денис Эдуардович, выздоравливайте. А Денис Эдуардович, оказывается, заболел. Приболел, да. Денис Эдуардович, Привет. выздоравливайте обязательно. Вы нам уже скоро нужны в Красноярске, не болеть. За исполнение произвольного танца Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов набирают 104,46 балла. 104 балла они получают. Спасибо большое, ребята, и удачи. На лед приглашаются Алиса Крайнюкова, Официальные соревнования в Семен произвольном Линцев, танце Ростовская область. начинаются с выступления Алисы Крайнюковой и Семена Нетсева. Ребята из Ростова-на-Дону будут сегодня нам рассказывать историю мюзикла, спектакля «Нотр-Дам-де-Пари». Желаю ребятам удачи, чтобы сегодня все получилось, как они хотят. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle au nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Cet océan de passion
perle dans mes veines, qui cause ma déraison, ma déroute, ma déveine. Doucement j'y plongerai, sans qu'une main me retienne. Lentement je m'y noierai, sans qu'un remords ne revienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le plaisir dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Moi qui me croyais l'hiver, me voici un arbre vert. Moi qui me croyais de fer, contre le feu de la chair. Je m'enflamme et me consume pour les yeux d'une étrangère qui en vient plus de mystère que la lumière de la lune. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le plaisir dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Tu vas me détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. En haut de la rue Saint-Denis, il existe un endroit béni dont on voit briller les bougies dès que vient la tombée du jour. Là-bas au milieu de la plaine, il suffit qu'un jour on y vienne pour que toujours on y revienne au cabaret du Val d'Amour. Au Val d'Amour, les femmes d'amour vous font l'amour pour quelques sous. Pas besoin d'or ou de bijoux, pas de discours ni de mots, que quelques sous pour faire l'amour aux femmes d'amour du Val d'Amour. Au cabaret du Val d'Amour, au cabaret du Val d'Amour. Алиса Крайнюкова и Семен Нетсев. Удивительной экспрессии и стойкости. Хотелось бы отметить партнер Семен. В его руках Алиса буквально летает над льдом в оригинальной постановке этого коллектива. Тренер и одновременно мама партнерши Евгения Сергеевна довольна тем, как проходит катание. Так обнимаются радостно спортсмены. Ну, конечно, для Алисы и для Семена это очень серьезные соревнования. У них есть огромная возможность выступать для такой благодарной публики и получать свои уровни оценки, обратную связь от судей высочайшей квалификации. Я поздравляю ребят с успешным для них завершением этого турнира. В образах Эсмеральды и Квазимода ребята у нас катались. И Семен буквально весь свой произвольный танец, мне кажется, спасал ото всех Алису. Было продемонстрировано очень много интересных, ярких элементов. Какие-то такие забавные очень положения в хореослайде. И очень мне понравилось первое прощательное движение, которое начиналось от борта до борта через весь лед. Такое очень объемное, масштабное. Но оно же не идет как отдельный элемент, это просто хореография. Как-то не идет, Василий. Извините. Учите матчасть. Хореографические элементы. У нас есть несколько хореографических элементов на выбор. Их обязательно должно быть 3 штуки. Либо хореодорожка,
либо хореографическое вращательное движение, либо хореографические ассистирующие прыжки, либо хореографическое слайдинговое движение, так называемое скользящее движение. Вы можете наблюдать во время проката в табличке в верхнем углу, какой элемент зачтен технической бригадой. То есть их огромное множество, и это позволяет наполнять программу разнообразием и делать то, что нравится спортсменам, то, что больше подходит под музыкальное сопровождение. Сейчас демонстрируют нам на повторах серию твизлов, которые были сделаны очень-очень близко. Это на хорошем ходу в центре площадки. Ребята получили 4-й и 3-й уровень, соответственно, для партнерши и партнера. Что-то, какую-то сложную черту не засчитали, я полагаю, у Семена. Но 8-м элементом это смело, друзья. Это прям я жму руку. Произвольного танца Алиса Крайникова, Семен Метцев набирают... В произвольном танце они получают 88 баллов, почти 89, и их сумма 146,7. На лед приглашаются Алиса Абдуллина, Егор... Несколько мгновений настоящего аниме в программе Алисы Абдуллиной и Егора Петрова. Фильм «Судзуме. Закрывающие двери». Оттуда саундтрек. Герои этого фильма готовы на все, чтобы остановить чудовище. И никогда не знаешь, из какой двери оно появится.
очень интересная по своей стилистике и наполнению программа. Так вот, далеко не часто встретишь, чтобы кто-то на японскую тему делал танец именно. Да, я абсолютно согласна с вами, Василий. Я в своей жизни буквально по пальцам одной руки, наверное, видела постановки в такой стилистике в танцах на льду. И у ребят получилось, мне кажется, очень здорово. Сложность этой программы заключается, я думаю, что в первой половине, в том смысле, что музыка очень такая мелодичная, раскатистая и, если можно так выразиться, тихая. И, соответственно, каждый зубчик и каждый перенос веса на конек вперед, вот этот шум, который демонстрирует непрофессионализм, скажем так, его слышно гораздо сильнее, чем при каких-то, да, ярких более мелодиях, более громких. Так вот, И у ребят всё получилось. почему обычно включают громко музыку, чтобы не было слышно конька. Все ясно. Да, но ребята, особенно вот был исполнен очень классно вот этот вот элемент, дорожка на одной ноге, как раз-таки тихо, на ребрах, пока, может быть, ребята не получают самые высокие уровни, только второй уровень для партнера и для партнерши, но это уже классное качество, что спортсмены работают над качеством катания. Ну, еще плюс ко всему, эта музыка не такая ритмичная и качающая, как обычно берут в танцах. Она все-таки более мелодичная, и здесь ритм идет намеком, я бы даже сказал. Ну, тут я поспорю с вами, Василий, Да, потому давай. что в последние годы есть такая тенденция, спортсмены катаются часто под так называемую лирику, грустную какую-то, так более спокойную музыку, и какие-то такие... То есть это уже не считается показателем класса и мастерства, разве? Я как раз об этом, конечно, что раз берут считается. такую программу и ее представления тянут на себе, и публика реагирует, значит, они мастера. Я к этому вел. Ну, ребята, мне кажется, довольны тем, как прошли эти соревнования. 95,44 балла. На 7 баллов больше они набирают, чем Алиса с Семеном, и сохраняют свою позицию. На лед приглашаются Ольга Федорова, Павел Драко. Фабрика страстей кабаре под оболочкой праздника и безудержного веселья. Очень музыкальная программа с широким эмоциональным спектром. То, за что вы и любите танцы на льду. Давайте наслаждаться и желаем ребятам удачи. Ольга Федорова и Петр Драко. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mine hair. A tiger is a tiger, not a lamb, mine hair. You'll never turn the vinegar to jam, mine hair. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. Toodaloo. My lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. Though I used to care, I need the older man. You're better off without me, my hair. Don't have your eye, my hair.
nobody loves a winner, so nobody loves me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor, something's bound to begin. It's gotta happen sometime. Maybe this time I'll Money, 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 money. If you happen to be rich, when you feel you have nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can sing ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by a lover, so you mourn and you don't like a lot, you can take it on the chin, pull a cab and begin to recover on your 14 carat clock. when you haven't any cold, when you haven't any freeze in the winter, when you curse in the wind and you faint, when you haven't any shoes, when you haven't any clothes, and you pay and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little bastard, he will tell you to love them or more. Everyone that comes around, runs a tap at the window. Out the window. Who's there? Hunger. See a love lies out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round. That ding, ding, clanking sound. Oh, money, 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 money. Get a little money, 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 money. Cayenne and buck on a buck. It makes the world go round. Ольга Федорова и Павел Драко. Не просто так он стал для вас Василий Петром, потому что сегодня был на льду настоящий актер. Мне кажется, что это максимальное попадание с постановкой для спортсменов. Это по-настоящему их программа. Я поздравляю их с этим. И очень-очень здоровский был прокат сегодня сделан ребятами. Павел как будто бы посмотрел вчерашние соревнования и услышал мои комментарии по поводу того, что хочется, чтобы он был чуть более раскрепощенный, чуть более танцевальный. И сегодня просто с первой секунды до последней был в образе. За это я говорю огромное спасибо. Я поймала себя на мысли, что я улыбаюсь весь прокат. И зрители хлопали в такт музыки, свистели, радовались, кричали. В общем, ребята, мы благодарим вас за созданное настроение. Причем не просто хлопали в такт, а это была музыка в разгон на дорожке шагов, когда они все медленнее и медленнее заводили публику. Это было мастерски. Да, Паша сегодня в огне, просто в огне. Ну и Ольга, надо признаться, что прекрасно следовала своему образу. Стартовый элемент, дорожка шагов на одной ноге, была в полной тишине в зале. И очень-очень здорово была исполнена. Соответственно, для партнерши, для партнера 3-й уровень. Очень высокая техническая оценка. Это у нас сейчас на повторах секция твизлов, которые тоже были сделаны на близком расстоянии, параллельно, синхронно. 4-й уровень для Ольги и 3-й уровень для Павла. Опять же, какую-то сложную черту все-таки техбригада не разглядела. Ой, мне очень понравилось. Да, все как и было обещано, что вот множество образов внутри одной программы, множество различных решений по настроению и по взаимодействию между партнерами. Это было здорово. Да, конечно, для начала сезона результат очень хороший, но ребятам, естественно, есть куда развиваться, раскатывать эту программу, набирать больше хода, еще больше добавлять эмоциональности во второй половине программы. Всем привет. Кабаре — благодатная почва для такого творчества. Там как раз можно собрать очень яркое попурри
в самых разных образах. И это правда. Надо уметь выбирать. Но ребята кайфуют. Мне кажется, они и... Ну, мы видели утром на тренировке этот танец, они и там были вот в таком же настроении, они как-то, знаешь, там замкнуто пришли на тренировку. Нет, танцоры — это отдельная каста. Хочу отметить еще погружение в образ у Ольги. Прекрасный макияж, прическа. Все как должно быть. Ольга Федорова. 100%. 93,45 балла. Где-то, наверное, была передержанная поддержка все-таки. Да, передержанная поддержка по дуге. Предпоследний элемент. За это ребята получили балл штрафа. Но произвольно они проигрывают, а так остаются впереди Абдуллина и Петрова, обгоняя их на 0,2. Коломенская, Артем Фролов, Москва. У Анны Коломенской и Артема Фролова оригинальная вариация на тему «Кармен». Все начинается чрезвычайно классически, но затем танец переходит в альтернативное творчество. Музыка Бизе и Райана Оттера. Смотрим.
как эффектно, как ярко, как необычно. Анна Коломенская, Артем Фролов. И поздравляют друг друга с этим прокатом Анжелика Крылова, Людмила Алексеева. Потому что вчерашний день просто всех вымотал буквально. И было непонятно, как его вообще переживать. И нужно было выдохнуть. И сегодня с чистой головой, а не только с новыми силами, катать эти программы. Если бы вы видели, как и Елизавета переживала за эту программу. Потому что я знаю, что Анечка будет потом смотреть и слушать мои комментарии. Дорогие друзья, вот это была сегодня та Анна Коломенская, которую мы знаем, которую знаю я. И сегодня она каталась так, как она умеет, в полную силу, с настроением, с уверенностью. Сегодня было полное погружение в образ. Аня, дорогая, вот так нужно катать всегда. И ритм танец, и произвольный. То настроение, в которое вошли ребята, и то погружение вот в эти образы. Пусть даже сейчас горят у нас много элементов на пересмотр, оставляют, к сожалению, вращательную поддержку в комбо поддержке, вторую часть элемента, вращательную поддержку, оставляют только второго уровня. Нужно будет потом пересматривать и разобраться, что не выполнили спортсмены. Но все остальное сегодня было очень-очень здорово. Да, немного не хватило скорости наката в последней части программы. Но самые первые секунды за этим хотелось наблюдать, хотелось смотреть внимательно, ни на что не отвлекаться. Серия твизлов была сегодня исполнена, слава богу, успешно, потому что была концентрация. Вот я уверена, что сегодня Аня и Артем были настроены совершенно по-другому, ежели вчера, и поэтому сегодня все получилось. Много придумали каких-то своих фишечек хореографических. Вот одна из них, зал всегда вздрагивает. Я уже 3 месяца знаю эту программу. Каждый раз я смотрю на этот хореографический элемент в дорожке шагов, который идет не на уровень, а который является хореографическим элементом, на вот эту находку. И все время ахую, потому что ребята делают очень здорово. А самое главное, что это очень в тему этих взаимоотношений всем хорошо известных. Аня, дорогая, ну не плачь, ну чего ты, все хорошо, уже же все закончилось. Еще главное дело, когда закончилась программа, она еще и партнера хвалила и успокаивала. А, по-моему, нужно успокаивать и хвалить ее. Ну, понятно, что спортсмены выкладываются на каждом своем прокате максимально, и нервы, и стресс, и эмоции, все на пределе. И у них у обоих глаза на мокром месте. Молодцы. Конечно, они понимают, что как они умеют кататься, как они умеют делать элементы. И, естественно, ребятам обидно за вчерашний день. Мира, Варя, всем привет. Алла Викторовна, привет. И Влада, с днем Владя, с рождения. днем рождения. 103 балла – это на 11 баллов больше, чем у ближайших преследователей в произвольной программе. И с результатом 164-37 заканчивается соревнование в первой группе участников. Анна Коломенская, Артем Фролов впереди. С чем мы их и поздравляем. Встречаем на льду участников второй группы. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Елизавета Шишина, Павел Дрозд, Москва. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Разминка разрешена. Вторая группа участников на льду. Сильнейшие.
сильнейшие в непредсказуемом совершенно порядке, как они распределились после ритм танца, в связи с чем сегодня мы обязательно остановимся на некоторых подробностях того, что происходило вчера, потому что, ну, как-то все настолько стремительно и быстро произошло, что как будто бы повисло в воздухе, а хочется немножечко разобрать. И на льду представляют еще одних учеников: Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой, Елизавету Пасечник и Дарио Чередзано. Да, начнется кульминация сегодняшнего вечера, турнира танцевальных дуэтов. Несколько на неожиданных позициях действительно оказались пары после ритм-танца. Вчерашние прокаты спутали вообще все карты, окончательно запутали болельщиков и зрителей в понимании оценивания дуэтов. Поэтому перед началом произвольного танца давайте постараемся разобраться и вспомнить основные моменты вчерашнего дня соревнований. Дело в том, что по правилам оценивания компонентов программы при выставлении второй оценки линейная судейская бригада обязана учитывать серьезные ошибки, такие как падение, прерывание программы, долгие разъединения. Все это влияет на общее впечатление программы. И именно с этим столкнулись в ритм-танце Елизавета Пасечник и Дарио Чередзано. Мы видели сейчас повторы параллельной дорожки, где ребята, к сожалению, ошиблись и упали. И поэтому, естественно, не смогли набрать и более высокие компоненты программы, и потеряли много по технике. Также был у нас второй балл штрафа за перекат программы. Такой творческий риск ребята выбрали. 3 минуты ровно катаются, но я надеюсь, что к следующим соревнованиям все исправят. Софья Шевченко и Андрей Ежлов у нас сейчас на экранах. Тренируются ребята в штабе Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Сегодня они катаются под очень чувственную постановку, драму Анны Карениной. Мы уже видели эту программу на контрольных прокатах и будем смотреть, как ребята спрогрессировали за это время. Елизавета Шичина и Павел Дрозд, ученики Ксении Румянцевой, вчера буквально плясала возле бортика Ксения Геннадьевна после того, как ребята завершили свое катание, потому что это было действительно классно. И после всех тех сумасшедших падений, которые произошли, срывов и падений, которые произошли до них, конечно же, увидеть чистое катание было радостно. Ну и тренеру радостно вдвойне. Сегодня они катаются под саундтрек из фильма «Матильда». Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Ребята, которые очень здорово себя зарекомендовали уже на протяжении всего прошлого сезона, семимильными шагами развивались. Вчера тоже не все гладко прошло у Василисы и у Максима. Был серьезный срыв вращательной поддержки. К сожалению, только базовый уровень ребята смогли получить. И это, естественно, отразилось на оценках. Мы сейчас видим повтор. Вот в этот момент Макс не смог продолжить вращение в поддержке. Но так как ребята достаточно быстро сориентировались, как только вышли из критического положения, когда партнерша находилась буквально кверх ногами в неконтролируемом состоянии, сразу продолжили свою программу, не пропустили долгое количество музыкальных тактов. А как-то удалось обсудить тоже с ребятами? Я слышал, в Kiss and Cry они обсуждали, что, скорее всего, вслед попали, и поэтому что-то пошло не так. Мне кажется, уже нет смысла разбираться, что может, случилось. Вы болтали просто об этом, интересно. Я думаю, что спортсменам не надо им разбирать, не надо думать об этом. Взял партнер, его все успокаивали, но это было видно, что вот он был этим угнетен. Потом, может быть, решили, не знаю, что он тут ни при чем. Ну а лидеры после ритм-танца — это Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Их тренеры Александр Васильевич Свинин, Ирина Владимировна Жук. Также в их группе работает Анастасия Шпилевая. Их программа была на
очень хорошем уровне исполнено под Рики Мартина и заслуженно, учитывая тот раздрай, который происходил вокруг, они оказались на лидирующей позиции. Но для того, чтобы сегодня эту лидирующую позицию удержать, нужно, конечно же, сражаться, выцарапывать эту победу и показывать программу на пределе своих возможностей в танце, причем не только физических, но и эмоциональных. В танцах, по-моему, по-другому не бывает у вас. Сегодня будет очень горячо, дорогие друзья. Давайте наблюдать за этим с огромным удовольствием. В произвольной Елизаветы Пасечник и Дарио Челезано звучит музыка из оперы о том, как монах спасал душу куртизанки по имени Таис. В итоге она умирает в монастыре, а монах сокрушается, познав земную страсть. Вот сюжет. Все начинается с невинной медитации, а в завершении этой программы симфонический катарсис. Надо хорошо прийти. Я желаю ребятам концентрации и чистого проката. Сделать то, что они умеют, и так, как они умеют. J'ai parlé, je t'ai menti. Je t'ai menti. Au ciel, rien n'existe. La fille pêche l'amour des hommes.
Ох, какой нервный прокат. Какой нервный прокат. Очень переживала, мне кажется, Лиза сегодня. Ребята понимают, что прокатали не на самом наилучшим образом, как они могут это сделать. Много элементов горит на пересмотре сейчас, на ревью. Ну а в каком настроении вообще они катали? Мне показалось, что они, тем не менее, сражались, боролись. Что-то пусть даже не получилось, но это было бы бойцовское настроение. Дать сегодня бой. Или считаешь, что ребята расстроились по этапам, по результату этого проката? Мы, конечно, не можем. Переволновались. Мы не можем залезть в голову к ребятам, но была небольшая ошибка, которая, к счастью, не повлияет на уровни элементов. Перед дорожкой на одной ноге Лиза потеряла немного баланс, из-за этого был немного смазанный вход как раз в этот элемент. Сейчас мы смотрим, вот как раз нам его показывают, уже середину этого элемента. Возможно, именно это повлияло на то, что не получилось... Уровень? Не получилось достигнуть высокого уровня, только второй и у партнерши, и у партнера. Сейчас вот нам показывают комбо-поддержку, которую ребята доработали. Оба 4-х уровня, и для поддержки по прямой, и для поддержки вращательной. Серия твизлов вот немного, мне кажется, как будто бы тоже из-за неуверенного положения была не параллельно нога у Лизы чуть ниже, у Дарио чуть выше. Но мне понравилась очень концовка этой программы, хореографическая дорожка по кругу. Вот сейчас нам демонстрируют на повторах хореографическое вращательное движение и очень мощная завершающая финальная поза. Выдыхают, мне кажется, все-таки и Анжелика Алексеевна, и Людмила. Но понимают, что все-таки не на полный максимум сделали ребята работу сегодня. С днем рождения! С днем рождения, Монти! Вот в Кисенкрае можно получить поздравления с днем рождения. Мы тоже присоединяемся и поздравляем. Сейчас Алла Викторовна, привет. Алла Викторовна, вам привет! Мы вас любим, Алла. И приветы передают тоже. А мы их слышим. Повысили после пересмотра поддержку на месте до 4-го уровня. Ну, уже ладно. Горел изначально 3-й. Сынок, привет! Думаю, что на предмет 3 секунд в сложном положении у девочки в шпагате пересматривали судьи, техническая бригада. Ну, видишь, а ты волновалась. Значит, пересмотрели Конечно, в я пользу волнуюсь. спортсменов. Это же прекрасно. Это радует, конечно. Но просто так ничего нарисовать не могут. Значит, втроем бригада пересмотрела и действительно нашла в замедленном повторе 3 секунды. С чем я и поздравляю, ребят. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана набирают... Они набирают на 7 с лишним баллов больше, чем их конкуренты Анна Коломенская, Артем Фролов в произвольной программе. И на 10 баллов опережают их по сумме 2 танцев. На лед приглашаются Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Софья Шевченко и Андрей Ежлов представят программу на музыку из фильма «Анна Каренина». Композитор Дарио Марьянелли. Действительно красивый саундтрек. А ведь когда-то Софья, будучи чемпионкой мира среди юниоров, хотела завершать свою карьеру, но, поработав тренером на льду с Ильей Авербухом, поняла, что ее жизнь здесь, и впереди еще много интересного.
аж дух захватывает на протяжении всей программы, в которой не только взаимоотношения, не только любовь, не только страсть, не только драма, но еще и такие элементы, которые у меня все время дежавю, как это было, не дежавю, а десинхразия, когда все время казалось, что вот они сейчас на Тодос зайдут, а вот сейчас у них будет парная поддержка, а уж я не говорю о вращении. Это очень интересная программа, какая-то почти, я понимаю, по правилам все четко, но почти на стыке каких-то парных даже элементов. Очень опасно. Очень, ну, просто акробатика бесконечная. Зрители в восторге. Да, это правда. У ребят очень много интересных находок. Разные мнения существуют по поводу того, должны ли преобладать акробатические какие-то элементы в танцах на льду, или это все-таки должно быть больше про катание. Ребята стараются балансировать очень в этих ипостасях, и в целом у них получается здорово. Например, ребята вот не отказались от вот этой поддержки, которая была исполнена вторым элементом. Намеренно шли на риск, потому что делают все-таки ребята паузу после входа. Вот как раз сейчас у вас на повторах, вот ребята делают вход. И дальше все-таки это есть пауза перед подъемом наверх, но намеренно ребята знают, что не будут им ставить 4-й уровень за эту поддержку, потому что так видят, гнут свою линию. Я надеюсь, что найдется какой-то выход и применение для этого входа в поддержку. Уж извините за такой речевой оборот. Ошибся Андрей Надвизлов, но стоял до конца, как вообще зубами держался, чтобы не подставить ногу, не упасть. Была также заминка на поддержке по прямой дуге. Но, наверное, ключевое, над чем ребятам стоит поработать, и это будет нарабатываться в течение всего сезона, скорость, мощь, раскат, легкость, легкое исполнение всех элементов. Я вот фанат вот этого скользящего движения под гул поезда. Очень классная творческая находка. Ну и они тоже используют вот эту неожиданность, неожиданную хореографию, когда кажется, что как будто бы партнерша упала, и опять весь стадион выдыхает, а на самом деле это вот благодаря правилам теперь можно вот такие устраивать сюрпризы, которые остаются в рамках закона, что называется. Я считаю, что это здорово, это разнообразие для постановок, для наших танцев. Но как именитые хореографы и мастеровитые сразу схватились за эту возможность и нас ищиплют наши нервы. Понимают, вот чуть-чуть ты приоткрываешь какую-то дверцу, и сразу туда творчество и талант врывается. А давайте так, а давайте попробуем вот так. А где он, этот предел? А может быть вот так? А технические контролеры говорят, и специалисты, секундочку, нет, так вы уже вывалитесь, и так у вас сейчас будут сплошные дедакшн. Ну, в том числе, вот вчера в ритм танца, когда засчитали падение спортсменам, когда он слишком долго находилась на льду, на коленях, тоже, ну, попытались пощупать вот то направление и ошиблись. Сделали выводы, сделают по-другому. Это интересное свойство вот этих вот талантливых людей и стремящихся к совершенству, это все время идти в какой-то лимит, все время испытывать, а где он. Исполнение произвольного танца. Софья Шевченко, Андрей Ишлов набирают 95,28. Это 4-е место по произвольной программе. А по сумме 2 программ это 3-е место сейчас, а впереди еще 3 пары. На лед приглашаются Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Елизавета Шичина и Павел Дрозд в своем ритмическом танце накануне довели не только зрителей, но даже собственного тренера до экстаза. Настолько это было удачное выступление. Музыка Марко Белтрами из фильма «Матильда». Музыка хорошая. Ну а ребята вообще классные.
очень эмоционально откатали Елизавета и Павел свой произвольный танец на полную катушку просто. Особенно завершающая хореографическая дорожка максимально передавала весь образ. Ребята, конечно, понимают, что сейчас начинается самый нерв и не хотят упускать свою возможность бороться за медали. Павел Дрозд. Вот, к сожалению, меня очень-очень настораживает загоревшийся красным хореографический элемент скользящий. Я полагаю, что бригада будет рассматривать его, пересматривать на предмет секунд для подтверждения элемента. Вот видишь, в прошлый раз ты переживала, и все закончилось хорошо. Даже повысили. И сейчас уже погасла красная лампочка в протоколе. Фух, И слава богу. ничего никуда не девалось. 4-й уровень на месте остался. Просто технические специалисты и судьи, они тоже люди. Им надо повнимательнее посмотреть, проверить, чтобы не было никаких ошибок. Там перепроверяется все столько раз, Василий, вы даже себе не представляете, какая это огромная работа, концентрация у тех бригады и у судейского корпуса точно так же. Я очень рада, что у ребят остался в ячейке гореть хореографический скользящий элемент, потому что иначе это была бы огромная потеря баллов. Секция твизлов. Немного первый твизл получился не так синхронно, как хотелось бы, и не так близко, как, например, вторая серия твизлов и третья. Соответственно, ребята иногда очень прилично исполняют и делают гораздо ближе. Вот как раз вот это скользящее движение, о котором мы говорили. Как вам образы, Василий? Хореограф очень хорошо передает те образы, которые были воплощены в фильме. Прям некоторые вещи даже считываются, которые были на экране. Это всегда ценно. Да, очень чувственные ребята. И Ксения Геннадьевна безумно переживает сейчас за свой дуэт. Сейчас-то, может, уже не переживает, но во время проката точно выплясывала каждая Чиктау и Моухок вместе с Елизаветой и Павлом. Да, после того, как сделали, чего уже переживать? Оценки поставят, никуда они не денутся, эти оценки. Все, что ребята могли на этот момент, они уже сделали. По произвольной программе Елизавета и Павел получают второе место, 108-79. Но по сумме двух программ они наверху с преимуществом целых 8 баллов. Это ритм и танец называется, друзья. На лед приглашаются Василиса Кагановская. Продолжается драматическая история выступлений Василисы Кагановской и Максима Некрасова на магнитогорском этапе Гран-при. Большего удивления и разочарования от срыва вчерашней поддержки трудно было себе представить, но мастерство и мощь их катания трудно переоценить. Трек «Дождь» из альбома «Музыка для погодных явлений Эцио Боссо», когда музыка помогает жить. Я желаю удачи ребятам и чистого проката.
восторг. Ну это просто вау. На одном дыхании пролетел произвольный танец Василисы и Максима. Это было здорово. Ну, когда здорово, я не могу говорить, что плохо, если было хорошо, друзья. Да ты говоришь, что хорошо было. Зачем Но ты это так было- привыкла говорить, что плохо? Скажи только хорошее. Сколько в этой паре стиля, сколько взаимоотношений, сколько чувства. Как это все сделано элегантно и тонко. Ее постановщиками в каждом элементе, в каждом подходе. Это же все настолько оригинально, но вплоть до таких каких-то примитивных вещей. Все танцуют дорожку на судей. Они, по-моему, единственные, кто танцует дорожку от судей. То есть даже в этом они переворачивают представление о том, как произвольная программа должна строиться. Это же здорово! Потрясающе! Я очень рада, что получилось, что ребята не перенервничали, что просто шаг за шагом ехали на огромной скорости, не потеряли. Вы можете. Вот. Правильно говорит Анжелика Алексеевна. Конечно, они могут. До мурашек, сказали. Они тоже, тренеры, сказали, что им тоже до мурашек. Стартовая дорожка на одной ноге очень была филигранно исполнена и оценилась судьями на третий уровень у обоих партнеров. Очень крутой прокат, ну просто крутой. Дорожка по серпантину в паре, который идет на уровень, была тоже прекрасная. А вот эта поддержка, я не понимаю, нельзя ставить ничего меньше, чем +5. Так это было музыкально, так легко, на огромной скорости. Прекрасно выполнена серия твизлов в конце программы. За это не идет никакая надбавка, как у одиночников. К сожалению, я считаю. Я понимаю, что с точки зрения композиции нельзя делать никакие бонусы, потому что иначе тогда все будут ставить элементы в конец, а не располагать по музыкальному какому-то принципу. Но как спортсменка я считаю, что твизлы 6-7 элементом — это дополнительная надбавка. Но я думаю, это в компонентах отмечается, как фигуристы могут исполнять свою программу. 123,66, и это первое место с огромным перевесом. Поздравляю ребят с завершением для них этого турнира. На лед приглашаются Софья Леонтьева. На льду Даниил лидеры Галелкин, Москва. этого турнира после ритмического танца Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. У них в программе попурри из произведений Union Jack, исполнитель Лорд Кравен, вокалистки Екатерины Шелиховой и композитора Дэниела Пембертона. Очень интересная, самобытная постановка. Желаю ребятам удачи и будем наслаждаться их прокатом.
Ох, какой прокат, какой прокат. Я поздравляю Соню и Даню. Они огромные молодцы. Это очень сложная программа с не столько даже, наверное, с технической какой-то точки зрения, сколько с физической. Потому что здесь столько акробатических каких-то находок, элементов. Хореодорожка, которая длилась, мне кажется, 25-20 точно секунд. Они ее отрабатывали на каждый акцент, на каждый такт было исполнено какое-то четкое движение, будь то подъем, колесо. И, конечно, физически это очень тяжелая программа. Ребята не идут простым путем, ищут новые образы, максимально несвойственные, не присущие танцам на льду и вообще в целом фигурному катанию. За это я очень люблю эту пару и очень люблю тренерский штаб Ирины Жук и Александра Свинина. Почувствовали силу свою. У них там свои какие-то разговорчики, но это правда неистовый какой-то танец. Но, тем не менее, весь же он состоит из элементов, которые у нас еще сейчас будут оценены и пересматриваются судьями. Начали ребята свою программу, вот нам сейчас показывают второй элемент, синхронные твизлы. Очень здорово были исполнены, так же, как и дорожка на одной ноге. И вот как раз начало вот этой хореографической дорожки шагов. Очень много всевозможных фишек, каких-то разных положений. Я являюсь фанаткой этой программы, абсолютно точно. Но мне кажется, что ребята могут быть сегодня точно с собой довольны, потому что на контрольных прокатах программа была еще совсем сырая, и сейчас это было гораздо и гораздо лучше. Конечно, они откатали не на максимум возможностей этой постановки, но свой максимум они точно сегодня выполнили, собой могут быть довольны 100%. Ну и судя по реакции, это Они очень так рады, оно конечно, и есть. Конечно. В такой обстановке собраться, нигде не ошибиться, ничего не сорвать, не споткнуться. Я, ребят, поздравляю с успешным турниром, несмотря ни на что, какое сейчас место не будет. Все уровни судьи им подтвердили, которые изначально выставили. И остается сформулировать финальную оценку. И в произвольной программе это 116 баллов. Второе место с отставанием в 7 баллов от Василисы Кагановской и Максима Некрасова. А значит, что по сумме двух программ они проигрывают 6 баллов и становятся вторыми. Елизавета Шичина, Павел Дрозд третий, а на вершине Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Оставайтесь с нами, чтобы поздравить лучших спортсменов этого Я турнира. благодарю Елизавету Худайбердиеву за этот потрясающий вечер танцев, даже целых 2. И прощаемся с вами на этой высокой ноте с придыханием. Огромное вам спасибо, дорогие зрители. Ваши верные Елизавета и Василий. Спасибо большое, дорогие зрители. Любите танцы на льду. Ну и, конечно, увидимся на следующей неделе. И услышимся. И в завершении сегодняшнего головокружительного дня чемпионское интервью в исполнении Евгении и Максима, а затем церемония награждения. Завершен второй соревновательный день. Завершен первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске. Мы ждем здесь, в нашей
Кисенкрай прекрасном победителей в танцах на льду. Ими стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Совсем скоро они к нам присоединятся. Ну а мы пока подведем итоги. Евгения, что самое запоминающееся в сегодняшнем дне для тебя было? Ой, самое запоминающееся, наверное, все-таки, ну вот с плохого, да, наверное, парное катание, у которого, к сожалению, ни одного чистого проката. Но это я пессимистка на самом деле, всегда только на самое плохое обращаю внимание, потому что по-спортивному всегда есть к чему стремиться. Просто невероятно мне понравились ребята, Василиса с Максимом, вот они как раз-таки вбегают к нам в кадр. Друзья, поздравляем, поздравляем вас с победой, с той самой, которой, к сожалению, вчера не случилось, но зато сегодня у нас с Максимом есть возможность с вами поболтать на этом красивом белом диванчике. Ваши первые впечатления о вашей золотой медали на для вас первом этапе Гран-при России. Расскажите, как вообще готовились к сегодняшнему произвольному танцу после вчерашнего недоразумения в короткой? Спасибо большое за поздравления. Ну, настраивались, в принципе, как обычно. Сразу решили, что мы недоразумение это забываем. Оно остается во вчерашнем дне, и мы об этом даже не думаем. Сосредотачиваемся на нашей произвольной программе и с холодной головой, без каких-либо доп. Эмоций. Выходим и катаем так же, как на тренировках, только чуть более эмоциональнее. Да, отдельное спасибо всем людям, зрителям, болельщикам, фанатам, которые меня вчера поддерживали. Мне очень приятно. Вчера был такой неприятный такой казус, потому что над поддержкой мы это много работали все лето, как и в произвольной над поддержкой, которая под коньком рука. Вчера мне было чересчур обидно за эту поддержку, но раз 7 я пересмотрел и понял, что забываю и дальше работаю. Максим, Василиса, вы пересматривали этот момент, пересматривали свой ритмический танец? Может быть, успел разобрать? Вчера ты мне еще не смог объяснить, что же произошло. Может быть, сегодня уже, выдохнув, расскажешь, что же случилось с вами? Ну, произошло прям необычно. Такой момент, что конек попал в след. То есть такой прям сильно, я даже не понял, как он туда попал. Я когда он у меня попал, у меня получилось, что корпус пошел дальше вращать в поддержку, а ноги остались на месте. Ну и тут надо было решать быстро этот вопрос. Как спасать Васю оттуда, потому что ноги остановились напрочь. Я не хотела вообще пересматривать этот момент, но мне попалось 300 видео в ТикТоке с этим. Поэтому у меня не было выбора. Так что да, пересмотрели. У вас очень яркий произвольный танец, который, я уверена, останется в памяти наших зрителей очень-очень надолго. И мы рады, что у нас будет много еще возможностей по ходу сезона его лицезреть. Автор идеи, кто выбирал музыку, костюмы, все настолько у вас сошлось. Вот расскажите про создание именно этого произвольного танца. Так, ну, музыку предложил Алексей Юрьевич Горшков. Он настаивал, я бы даже сказала, на этой музыке, хотя Анжелика Алексеевна предлагала другой вариант. И я, если честно, тоже сначала сомневалась, но он выстоял. Он переубедил нас всех, что мы должны кататься именно под эту музыку. Вот. Постановщик программы Бенуа Ришо. Костюмы, ну, тоже Бенуа Ришо, то есть под его чутким руководством он нам скинул то, как он хочет, чтобы мы выглядели в этой программе, и мы уже разрабатывали, как это сделать, именно как фигурно-катательный вариант, чтобы было все удобно и красиво. Вот. А Бенуа приезжал в Москву к вам, или вы летали к нему на постановку? Он к нам приехал. Ну, не могу не спросить про международные турниры. Следите ли вы за парами, которые сейчас задают тренды в мире? Может быть, кто-то вам понравился, уже прошло 2 этапа Гран-при? Мы вчера в скейтинг-лаунже смотрели произвольный Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, так что... И как вам? Ой, нам понравилось на самом деле. Очень необычные костюмы. И, в принципе, я не помню, чтобы они
катали Испанию, для них новые образы. Очень интересная получилась программа, как короткая, так и произвольная. Так что будем также досматривать произвольную всех остальных пар на этом гран-при. Короткий, по-моему, уже почти всех посмотрели. Вообще очень следим за международной ареной, смотрим. Ну, одиночное катание не смотрим, только танцы на льду. Они нам больше нравятся. Вот, а так очень интересно, да. Немного обидно, если честно, про одиночное катание. Как вам Гийом с новой партнершей? Сейчас очень многие прям пророчат им, если не медаль, то золото Олимпийских игр. Вы успели ли посмотреть их произвольный танец? Мне, честно говоря, произвольный танец очень понравился. Ну, это шедевр, я не знаю, что еще Они сказать. очень классные. Это, ну, как бы, когда смотришь, не замечаешь вообще, что вокруг тебя происходит. Программа пролетает за 10 секунд по ощущениям. Просто не замечаешь ни времени, ничего, потому что это очень профессионально, красиво. Ну, короче, они просто очень крутые. Есть на кого равняться. Ну и также Мэдисон с Иваном тоже очень нравится. Ну, в принципе, весь топ это то, на кого мы сейчас стремимся, смотрим и улучшаемся. Ребят, ваши планы на сезон, где еще зрители могут вас увидеть? Максим, может быть, ты хочешь что-то добавить? Через неделю. Через неделю мы увидим вас на Красноярске. следующем этапе. Друзья, приходите болеть за наших ребят. Им очень важна ваша поддержка. Поэтому приходите, покупайте билеты, смотрите трансляции на Первом канале и точно не прогадаете. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся совсем скоро, через неделю. А вы продолжайте смотреть фигурное катание, ведь совсем скоро будет самое важное для наших спортсменов. Это награждение медалями. Каждый получит то, что он заслужил. До свидания. Смотрите фигурное катание на Первом канале.